Стучит, стучит железный молот, бивают гвозди в плоть Христа. Склонился низко старый молот подножью этого Христа. Прохожие, слышишь ли, прохожие, о человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Распятый Бог в венце висит. Пронзили гвозди руки, ноги, и затихла святая кровь. Никто не разделял с ним горя, никто не клал подножью роз. Прохожие, слышишь ли, смотрися в его прекрасное лицо, прощая зло коварства мира. Христос молился горячо, прощая зло коварства мира. Христос молился горячо. Взгляни в глаза, не столько ласки, тепла, прощения, доброты, как я хочу, мой друг, сегодня, что виден в них был я и ты. Прохожие, слышишь ли, прохожие, о человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Распятый Бог
знаете, лет так 6 назад мне захотелось написать песню о воскресении. Много было песен, и захотелось написать песню о воскресении Иисуса Христа. И на сердце пришла женщина, которой сказано, что о ней будут вспоминаться на протяжении многих лет. Это Мария. И я сегодня, знаете, утром читала и вспомнила опять, что это та Мария, с которой Господь изгнал бесов. И, вы знаете, я как-то слышала одного брата, и он такие слова сказал: вы не задумывались на тему, почему именно первой Марии явился Иисус Христос? И он, знаете, он так подвел к тому, что Петр и Иоанн посмотрели на пелены, которые лежали, и ушли. А Мария не могла успокоиться. Она все равно искала своего Господа. Ее сердце, оно ждало Иисуса Христа, и она не могла понять, как жить дальше без Иисуса. И хотя бы, знаете, этот брат говорит, интересно, как она собиралась его забирать, тело, да? Но она не думала об этом, она искала своего Господа. Да поможет нам Господь всей своей душой, всем своим сердцем всегда искать того, кто умер за нас, всегда искать того, кто претерпел большие страдания за нас. И да поможет нам Господь, чтобы мы были всем сердцем служащие Ему. Да прославится Господь.